남았고 4년의 동안 이 부산 마지막 공연하고 4년이 지났지만 앞서 준비를 느껴주시기 바랍니다. 자, 사무실 한번 가보시죠. 괜찮아요, 준비. Второй вечер мирового тура BTS Ring в Пусане уже был обречен стать одним из самых запоминающихся в истории группы. Это было 13 июня 2026 года, 13-я годовщина группы, и эмоции переполняли каждый уголок главного стадиона азиатских игр в Пусане. Тысячи ARMY приехали со всего мира, чтобы отпраздновать эту особую дату. Фиолетовые огни освещали весь стадион. Фанаты пели вместе. Участники группы смеялись вместе. Весь вечер царило безошибочное ощущение, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Согласно этой эмоциональной вымышленной истории, все началось за несколько часов до начала концерта. Женщина тихо вошла на стадион в простой белой рубашке и желтой маске, которая скрывала большую часть ее лица. Она привлекла к себе очень мало внимания. Большинство людей предположили, что она просто еще одна фанатка, пришедшая на шоу. Однако в этой вымышленной истории она хранила удивительную тайну. Она представлялась матерью Чингука, приехавшей в Пусан, не сообщив сыну, в надежде стать свидетельницей одного из самых важных вечеров в его карьере, находясь всего в нескольких шагах от него. Она медленно направилась к ограждению возле сцены. Не потому, что хотела признания. Не потому, что хотела внимания. Она просто хотела увидеть своего сына. Мальчика, который много лет назад уехал из дома, преследуя мечту, которая когда-то казалась недостижимой. Мальчика, который стал одним из самых любимых исполнителей в мире. Для всех остальных он был Чон Чингуком из BTS, но для нее он оставался тем же ребенком, которого она любила с самого начала. По мере того, как фанаты заполняли стадион, по толпе начали медленно распространяться слухи. Некоторые ARMY заметили женщину. Другие почувствовали в ней что-то странно знакомое. Разговоры перешли из одного сектора в другой. По всему залу тихо возникали вопросы. Неужели это действительно она? Действительно ли мать Чингука здесь сегодня вечером? Кто-нибудь сказал Чингуку? Никто не знал. Тайна только усиливалась с течением времени. Тем временем за кулисами Чингук был полностью сосредоточен на предстоящем выступлении. Празднование годовщины значило для него все. 13 лет упорного труда. 13 лет воспоминаний. 13 лет, проведенных вместе с участниками группы и ARMY. Он хотел, чтобы этот вечер был идеальным. Согласно вымышленной истории, он понятия не имел, что всего в нескольких шагах от него стоит невероятно важный человек. Когда концерт наконец начался, атмосфера взорвалась энергией. Выступления на разогреве сотрясли стадион. Фанаты кричали от восторга. BTS демонстрировали одно захватывающее выступление за другим. Празднование годовщины развернулось великолепно. На протяжении всего этого таинственная женщина оставалась у ограждения, тихо наблюдая за выступлением своего сына. Пока она смотрела, воспоминания, казалось, нахлынули на нее. Она вспомнила мальчика, который любил музыку. Подростка, который осмеливался мечтать о большем, чем кто-либо ожидал. Стажера, который бесконечно тренировался, несмотря на неуверенность. Теперь этот же мальчик стоял перед десятками тысяч людей, вдохновляя миллионы по всему миру.
Это зрелище наполнило ее сердце огромной гордостью. По мере развития концерта эмоции нарастали. Участники группы делились историями из своего пути. Они вспоминали свои 13 лет вместе. Они благодарили A.R.M.Y. за то, что те никогда их не оставляли. Несколько трогательных моментов вызвали слезы как у участников группы, так и у зрителей. Затем наступил момент, который изменил все. Ближе к концу концерта, согласно вымышленной истории, Чингук подошел к краю сцены, общаясь с фанатами. Толпа взорвалась ликующими криками, а телефоны заполнили воздух. Внезапно он остановился. Это длилось всего несколько секунд, но фанаты сразу это заметили. Выражение его лица изменилось. Улыбка исчезла. В его глазах появилось замешательство, когда он посмотрел в сторону ограждения. Зрители проследили за его взглядом. Там стояла таинственная женщина в белой рубашке и желтой маске. Сначала Чингук выглядел неуверенно. Свет стадиона был ярким. Толпа была огромной. Возможно, он подумал, что ему это кажется. Затем женщина медленно сняла маску. Согласно эмоциональной вымышленной истории, само время, казалось, остановилось. Шум стадиона затих. Крики стали отдаленными. Все исчезло, кроме лица, стоящего перед ним. Его матери. Несколько долгих секунд Чингук просто стоял как вкопанный. Не в силах говорить. Не в силах двигаться. Не в силах поверить в то, что он видит. Удивление было полным. Никто его не предупреждал. Никто его не готовил. Она пришла совершенно сама. Зрители наблюдали в ошеломленном молчании. Среди участников группы Тэхён одним из первых понял, что произошло. Стоя рядом, он посмотрел на Чингука, затем на женщину. Постепенно на его лице появилось осознание. Его обычная игривая улыбка исчезла, сменившись выражением чистого эмоции. Согласно вымышленной истории, Тэхён инстинктивно подошел ближе, словно готовый поддержать своего самый лучший друг в этот волнующий момент. Глаза Чингука быстро наполнились слезами. Это был тот самый Чингук, который уверенно выступал перед миллионами. Тот самый Чингук, который собирал полные стадионы по всему миру. И все же в тот момент он был просто сыном, неожиданно увидевшим свою мать. Пока слезы текли по его лицу, Тэхён оставался рядом, сам явно взволнованный. Фанаты, наблюдавшие за происходящим на огромных экранах, заметили, как он вытирает слезы, тепло улыбаясь. Вид воссоединения Чингука с матерью глубоко тронул его. Годы дружбы позволили ему понять, насколько важен этот момент. Согласно вымышленной истории, охрана осторожно позволила женщине подойти ближе. Чингук шагнул вперед. Стадион затих. Затем наступил момент, который никто никогда не забудет. Чингук обнял свою мать. На мгновение суперзвезда исчезла. Исполнитель исчез. Мировая знаменитость исчезла. Остались только мать и сын. Толпа разразилась эмоциональными аплодисментами. Многие фанаты открыто плакали. Другие обнимали людей рядом с собой. Сцена казалась почти нереальной. Чингук уткнулся лицом в плечо матери, и воспоминания, жертвы и эмоции, казалось, нахлынули на него разом. Мать нежно утешала его, как делала это, когда он был моложе. Как делала это до того, как мир узнал его имя. Рядом Тэхён наблюдал за происходящим со слезами на глазах и гордой улыбкой на лице. Арэм выглядел глубоко тронутым. Джин вытер глаза. Чимин выглядел растроганным. Шуга молча наблюдал за трогательной сценой. Теплая улыбка Джей Хоупа не исчезала. На несколько незабываемых минут огромный стадион казался не столько концертной площадкой, сколько семейным воссоединением. В тот вечер зрители поняли нечто важное. За каждым успешным артистом стоит семья. За каждым достижением стоит тот, кто верил в него с самого начала.
За каждой сбывшейся мечтой стоит тот, кто поддерживал ее задолго до того, как мир это заметил. Когда объятия закончились, Чингук посмотрел на море фиолетовых огней. Зрители ответили оглушительными аплодисментами. Не аплодисментами за выступление, а аплодисментами за любовь, жертвенность, благодарность и семью. Реальная она или вымышленная, эта история нашла отклик, потому что отражала нечто универсальное. Любовь между родителем и ребенком. Любовь, которая сильнее расстояния. Сильнее времени. Сильнее самой славы. И, согласно этому эмоциональному вымышленному повествованию, в 13-ю годовщину BTS в Пусане эта любовь стала самым незабываемым моментом всего празднования. Оговорка – это вымышленная история, созданная фанатами и написанная исключительно в развлекательных целях. Она не основана на проверенных событиях и не описывает реальные действия или появление Чингука, членов его семьи или любого участника BTS. Когда закончилась последняя песня, главный стадион азиатских игр в Пусане превратился в захватывающее дух море фиолетового света. Десятки тысяч ЯРМУАЙ продолжали петь еще долго после того, как музыка остановилась, не желая, чтобы ночь закончилась. Согласно этой эмоциональной вымышленной истории, Чингук тихо стоял в центре сцены, впитывая все вокруг. Перед ним были фанаты, которые поддерживали BTS на протяжении 13 невероятных лет. Рядом с ним стояли 6 участников, которые разделили с ним каждый триумф, каждую трудность и незабываемые воспоминания о пройденном пути. А где-то неподалеку от сцены находилась женщина, которая верила в него задолго до того, как мир узнал его имя. В тот момент праздник казался чем-то большим, чем просто юбилейный концерт. Это было похоже на завершение круга, начавшегося много лет назад с юного мальчика, стремившегося к мечте, в которую мало кто верил. Когда участники готовились к последнему прощанию, Тэхён посмотрел на Чингука и тепло улыбнулся. Он видел, что его друг все еще переполнен эмоциями. Годы их дружбы говорили сами за себя, без слов. Согласно вымышленной истории, Чингук в последний раз взглянул на свою мать и почувствовал волну благодарности, не похожую ни на что, что он когда-либо испытывал. Награды, рекорды, аншлаги на стадионах и мировое признание вдруг показались незначительными по сравнению с людьми, которые были рядом с ним с самого начала. Толпа продолжала аплодировать, но для Чингука самым громким посланием в тот вечер был не голос зрителей. Это чувство исходило от молчаливого присутствия семьи, дружбы и безусловной любви. Оно напомнило ему, что каждая история успеха начинается с того, кто верит в тебя раньше всех остальных. Когда фейерверки осветили небо Пусана, а последние фиолетовые огни мерцали по стадиону, ночь медленно подходила к концу. Однако, согласно этой вымышленной истории, оставшееся воспоминание было не выступлением, не танцевальным номером и даже не самим празднованием годовщины. Это был образ сына, неожиданного соединившегося с человеком, который поддерживал его задолго до прихода славы, в то время как его ближайшие друзья стояли рядом, разделяя этот момент. Долго после того, как сцена погасла, когда фанаты вернулись домой, это трогательное воспоминание продолжало жить в их сердцах. Потому что по своей сути эта история никогда не была просто о Чингуке, BTS или концерте в Пусане. Она была о чем-то универсальном, об идее, что независимо от того, как далеко мы путешествуем, чего достигаем или как ярко сияем, любовь семьи и поддержка тех, кто действительно заботится о нас, всегда будут тем светом, который укажет нам путь домой.